Ха-ха, видели, что это у меня? Это у меня пауэр-станция. Пауэр-станция Egretech на 260 ватт-часов и 300 ватт у нас это в пиковая мощность этой штуки. Это значит, что она максимально вытянет 300 ватт. Но я брал специально вот такую вот маленькую. Я ее покупал в Европе, сразу говорю, на Амазоне. И покупал для своих нужд. Но в общем-то, все это дело, видите, со свинкой пепочкой у нас здесь с быстрой зарядкой в 100 ватт в обе стороны. И все это я вам скажу так на канале Технозон. Поехали. Мы сейчас на сайте, где я, это фирменный сайт производителя, и я обязательно сейчас покажу, что у нее идет в комплекте, мы рассмотрим все порты, и, конечно же, я сейчас на природе покажу тот вариант, в котором использую ее и я. Некоторые ее используют как UPS, как UPS обыкновенный 300-ваттный, можно покупать, кстати, как UPS, я вам скажу очень прикольная вещь, в случае, допустим, обыкновенного мини-компа, для мини-компов вообще незаменимая штука, как UPS. Как UPS, вот настолько универсальный. При этом наличие вот этих вот аксессуаров по типу ремешков, короче, вы сейчас увидите, автомобильных зарядок и всего остального, очень классная тема. Ну, во-первых, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ну и, конечно же, ссылки на продавца разместил в описании под видео. Смотрите. Стоит она на момент съемки 179 баксов, вообще стоит немножко дороже, я покупал дороже, так уж вышло. На Амазоне ссылку я кинул, там такая более-менее усредненная цена. И что они заявляют? То, что это 300 ватт, нет, 300 ватт чуть врут, потому что здесь 260 ватт у нее емкость, грубо говоря, и пиковая мощность 300 ватт. Это значит, что 260 ватт-часов она способна выдать, а 300 ватт это максимальная мощность устройств, которые могут к ней подключиться через ту же самую свинку Пеппу. У нее есть, как заявляется производитель, это чисто станция для путешественников, она не очень тяжелая, у нее, и допустим, фонарь способен просветить 10-ваттный 26 часов, или 16 раз зарядить цифровую камеру 16 ватт, или 4 раза лэптоп 60 ватт, хотя здесь, конечно, такое себе. Это у меня-то лэптоп заряжается не за 1 час. Тут они очень так прискорбно умолчали. Они написали 4 раза 60 ватт потратить. Это значит, что 60 ватт должен взять мой лэптоп. Да? Немножко не так это работает. 72 раза PS4 геймпад по 3,6 ватт. Также они ее продают, смотрите, в комплекте из солнечной зарядкой на 100 ватт, солнечной панелью. Вот это, кстати, очень классно. Вот с солнечной панелью вообще незаменимая штука, если за 349 баксов в комплекте я закинул, я не покупал солнечную панель, очень жалею, потому что для того, чтобы путешествовать, допустим, в машине, где-то мне надо поработать, где-то я кинул ноутбук, где-то, допустим, автомобильный холодильник, для автомобильного холодильника подходит, и автомобильные холодильники потребляют немного, до 60 ватт, от 40 до 60 ватт, он сможет проработать достаточно долго. Вот смотрите, где-то не расписывают. А вот, холодильник автомобильный 40-ваттный может проработать 6 часов. Нормально, вы куда-то едете, вы загрузили в холодильничек либо холодные напитки, либо просто еду с собой берете, это классно. Да, тот же самый iPhone с 12 ваттами может зарядиться 20 раз, MacBook на 60 ватт 4 раза, хотя тут расчет, конечно, чуть дебильноватый. И еще и проектор может отработать 180-ваттный на 1,3 часа. То есть где-то презентацию показать на открытом небе вам хватит, в принципе. iPad 7,8 раз. Бесплатная доставка, но смотрите, в чем фишка. Вот эта вот доставка в USD, это по США. Чтобы вы понимали, для Европы я закинул вам Amazon, хотя они worldwide доставляют, они доставляют по всему миру, но для Amazon DE это то, что по Европе. Если вы, допустим, в Украину хотите купить, то, пожалуйста, через посредника очень даже элементарно покупается. Через любого посредника вы заказываете на Амазоне и вам доставляют. Потому что для Европы пауэр-станции, для Америки делаются совсем с другим качеством, не таким, как, допустим, для того же самого Китая. Абсолютно другие варианты.
Что ж, сейчас мы с вами быстренько ее проверим, порты зарядочки. Вот покажу вам комплектик. Распаковывать коробку я не буду, потому что, ну, коробка, вы сами понимаете, обыкновенная черная коробка, и как она достается с коробки, это просто тупо потеря времени. Ну а вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А потом я вам покажу, как я ее использую. Очень удобная штука. Ну что, рассмотрим немножко поближе. Есть у нас розеточка, здесь у нас есть отверстие для питания, есть у нас экран информационный, и есть кнопка включения выключения самой розетки. У нас есть Type-C 1, Type-C 2. Этот Type-C у нас на 100 Вт. Это C1 in и out. И в этом вся прелесть, что он может заряжаться через Type-C. Есть у нас C2 out на 20 Вт. И 2 2 out на 22,5 Вт. Я подразумеваю, что это Quick Charge. А это Power Delivery. Есть у нас DC in на 100 Вт. Это от блока питания. DC 2 out на 36, вернее на 38 Вт. Сколько тут? 38 Вт. Вот такой вот формат. Крепление под ремешок. Сейчас посмотрим этот самый ремешок. Снизу ножки. Снизу ножки резиновые. Сзади у нас есть лампа. Для того, чтобы она заработала, необходимо включить сам Powerbank, скажем так. Видите, у нас есть 99% заряда. Сейчас показывают потребление 0 Вт и 27 градусов. Обязателен контроль температуры в Европе. То есть для европейских стандартов это очень классно. Кстати, тут два кулера, которые охлаждают его. Смотрите, включаем лампу. Включаем такой режим. Есть светлее, светлее, светлее. И есть моргающие режимы. Вот такие вот по типу SOS. То есть вот такой вот момент. Выключить можно просто-напросто зажав и подержав. Очень полезная штука, если вы, например, где-то там находитесь в каком-то отдалении. Что у нас в комплекте? Давайте отложим. Есть ремешок. Классная вещь, если нужно тягать за собой эту штуку. Давайте вам покажу его. Смотрите. Вот такой вот крепится к специальным вот таким вот. У нас есть такие специальные штуки тоже. Сейчас мы отклепаем. То есть берется таким вот образом, снимается эта штучка, открывается, вставляется, закрепили и эту штуку задвинули обратно. Вот таким вот чудным макаром. Это очень удобно на самом-то деле. Действительно удобнейшая вещь. Для носки сюда можно прикрепить, например, ремень через плечо. Давайте, раз, два. Все, вот таким вот образом это все закрепилось. Дальше у нас комплект этим не заканчивается. У нас очень-очень богатый комплект в плане того, что у нас есть, смотрите, автомобильная зарядка. Очень классная тема. Потом, Type-C на Type-C кабель для зарядки, скорее всего. Есть у нас зарядочка для зарядки от сети 220. Само собой, к ней есть, смотрите, есть вот такой вот кабель на AC. И есть у нас еще и ремень через плечо. Смотрите. Посмотрите, какой комплект. Это просто вот с китайскими, вот с чистыми китайцами это вообще не сравнится. То есть чистые китайцы просто отдыхают. Давайте его немножечко потестируем, потом рассмотрим варианты его использования. Для начала посмотрим, что происходит, если вставить и начать заряжать от, грубо говоря, от Type-C. Мы видим процесс зарядки. Мы видим сейчас потребление пошло 30 Вт, 47, 62, 76, 89, 100. 91. Но это уже конец заряда батарейки. Он начнет сейчас снижать. Здесь он пишет 90, погрешность у нас в 1 Вт идет от кабеля, который я показываю. Он завелся. Я слышу легкий гул, и здесь показано, какой порт используется. Вот здесь вот. Надо, кстати, снять вот эту пленочку. Пленочка меня чуть бесит. Смотрите, как прикольно стало видно. То есть, когда пленочки нет, вообще суперово. Теперь мы можем с вами вытащить это все действие. То есть зарядка прекратилась. И потестируем, какие у нас есть стандарты поддерживаются этой самой зарядкой. Втыкаем.
Protocol Detection, это Type-C 1, который 100 ваттный. Мы видим, что у нас тут есть Samsung HFC, Huawei SCP до 12 вольт, Apple 5 вольт 2,4 ампера, есть Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 12 вольт. Сейчас покажет нам Power Delivery Trigger здесь сейчас пишет 63 ватта, у меня кабель не тот. Сейчас мы кабель поменяем и перетестим. Немаловажен аспект для того, чтобы еще и кабель был 100 ваттный. Ха-ха-ха, вот это интересно. Давайте посмотрим в таком варианте. Protocol Detect. Смотрим. А в данном варианте 100 ватт. Это 100 ваттный кабель. То есть здесь тоже нужно понимать, что нужен кабель, который соответствует. Если вы заряжаете свой смартфон, то рассчитывать на получение какого-то слабого момента, я бы не стал. А давайте мы дадим на него чуть-чуть нагрузочку и посмотрим заодно, действительно ли держит 100 ватт вот эта штука. То есть у меня есть нагрузка. Сразу будем тестировать порты. Это очень-очень классная тема. В том плане, что мы будем понимать, насколько данная зарядка честная. Триггер, Power Delivery. И здесь они там сколько нам обещали? 20 вольт 5 ампер. 20 вольт я вижу. Я сейчас потихонечку добавляю нагрузкой. У меня нагрузка работает. Добавляю нагрузку 30 ватт. 35. Поехали догонять 40, 50, 60, 70, 80... 90, должен до 100 дотянуть. Вот 100 на кабеле, 100 ватт. 100 на кабеле, 100 здесь. То есть 100 ватт она держит. Очень даже неплохо держит, поэтому я думаю, что здесь проблем не будет. Сам по себе вот эта штука, она показывает сейчас 103 ватта, плюс потери. Вы же понимаете, да, что здесь должны быть еще потери. И обязательно контролится температура. У нас есть расчетное время, что при 100 ваттах он выдаст это сейчас пишет за 1 час. Вообще, не знаю, расчетное время какое-то странное. Но реально должно за 3 часа дать. Ведь 100 ватт, оно показывало только что 4. Давайте выключим. Показывает сейчас 2 часа. Оно, видимо, расчет будет проводить в соответствии с потреблением, грубо говоря. Давайте дадим, грубо говоря, на него 9 ватт. Вот смотрите, 9 ватт, он показывает расчетное время 99 часов. То есть, в зависимости от потребления, конечно же, будет, давайте включим, грубо говоря, чуть побольше ватт ему дадим. 36 я чуть перегнул палку. Давайте сюда. Вот, я дам на него сейчас, допустим, 40 ватт. Сейчас у меня здесь 40 ватт. И он показывает, что мне хватит, по идее, на 24 часа. Такой себе расчет, конечно, приблизительный. Дальше мы включаем с вами, проверяем протоколы порта 2. Здесь у нас, смотрите, 5 вольт 2,4 ампера, DCP, Samsung HFC до 12 вольт, 5,9-12 вольт, 5,9-12 Quick Charge 3 до 12 вольт и Power Delivery у нас до 20 ватт. В принципе, как они и заявляли. Пробуем сразу нагрузочку. Идем Power Delivery Trigger. Давай, посмотрим, что у нас получится. Пробуем. Здесь, видите, максимальная поддержка у нас, сейчас 9 вольт. Такое, да, 20 вольт, 20 ватт. И мы тут сколько бы, допустим, не давали, будет все равно 20 ватт. Сейчас 15-16 надо было переключить триггер. 15 ватт в Power Delivery дает. И сейчас попробуем в Qualcomm Quick Charge. Давайте посмотрим. Здесь у нас до 12 вольт. И здесь у нас, пожалуйста, 20 ватт заявленных. 20 ватт, выше уже все, он должен погаснуть. 22, да, все. Все, абсолютно честно, допустим, показывает. Смотрите, я сейчас еще раз переключу на 12 вольт. То есть честных показывает, грубо говоря, 20 ватт. Держит их спокойненько. Поэтому, по Type-A порту у меня тоже вопросов абсолютно никаких. Выключаемся, пробуем. По Type-C 2 порту. Пробуем Type-A. Сначала пробуем, конечно же, протоколы, и, само собой, нагрузочку тоже мы должны с вами попробовать. Включаем
Type-A. Нет, не будем сейчас Quick Charge протестировать. Включаем протокол Detection. И имеем, это два одинаковых порта. Имеем 25 Вт максимально, как оно пишет на SCP. Quick Charge у нас до 12 вольт. И Quick Charge 3 до 12 вольт в том числе. Так, что у нас по Power Delivery? По Power Delivery нету. В принципе, чего и стоило ожидать. Сейчас попробуем второй порт. Давайте так. Стартует. Смотрим. AFC. Все как обычно. Huawei SCP. SCP, Quick Charge 2. То же самое. Зеркальный порт. Просто-напросто зеркальный порт. Давайте воткнем, проверим, насколько он поддерживает у нас эти заявленные 20 Вт. Я думаю, здесь точно так же проблем не будет. Вот 21 Вт. Мы сразу включили нагрузку. 21 Вт, пожалуйста. Он выдерживает очень даже запросто. У нас пишет, ну здесь пишет 22 Ватта и написано, что хватит на 96 часов такого вот момента. То есть, по сути, мы с вами имеем здесь интересное такое потребление. То есть, ну, блин, это прикольно. Это просто прикольно. А давайте мы с вами, знаете, что попробуем? Я сейчас воткну в AC розетку и дам нагрузку на нее и посмотрю, что из этого получится. У меня есть зарядник Ugreen, он 100 ваттный. Воткнулись. Включаем AC. Так, включен. Я беру 100 ваттный свой тестер и просто буду гнать на него через Power Delivery. Сейчас влупим триггер, посмотрим, что у нас из этого получится. Так, AC-шка заработала. Ну, мы здесь, само собой, не будем с вами мучить, скажем так, проверять протоколы, потому что это уже сама зарядка. Так, смотрим. 20 вольт. И сейчас попробуем дать на нее 100 ватт и посмотреть. Это 65 ватт зарядка. Я 100 ватт пытаюсь из нее выжать. Вот это я даю, а. А это 65 ватт. Это не сотка. Блин, сейчас посмотрим. Или это сотка. Это сотка, только не тот порт. 68, 70. Сейчас 80 ватт. А нет, да, это соточка, это соточка. О, слышите, завелся, не знаю, да, сотку он дотянул. 110 ватт на текущий момент он показал. И, блин, сейчас попробуем его еще раз запустить на Power Delivery Trigger. Сейчас хочу посмотреть на разных моментах момент расчета потребления. Так, добавляем по чуть-чуть, чтобы защита не сработала. 69, ну вот он 70 сейчас, 76 показывает. Погрешность 3 ватта от кабеля, скажем так. Так, 80. Это не проверка самой розетки, в том плане мне интересно просто сама розетка работает или нет. Ну, на текущий момент он показывает вот почти 100 ватт. Ну, это он сейчас пересчитает, это будет где-то, все, вот, 104 ватта. Мы отдаем на розетку. У него включилось, я чувствую, как работают вот эти вот вентиляторы. И он показывает, что при таком потреблении 106 ватт у него остается 2 часа. Но с учетом того, что здесь 260 ампер часов, да, это сколько у нас там, 260, она была не полностью заряжена. С учетом того, что здесь 260 ватт часов, хотя оно пишет 1 час, ну, его реально хватит на 2,5 часа вот при потреблении 100 ватт. То есть, ну, вы должны это понимать. Слушайте, ну, прикольная штука. И давайте, наверное, с вами посмотрим, как же мы можем его использовать. Ну, во-первых, смотрите, сейчас я ее заряжаю в машине от автомобильной зарядки. Прошу прощения за беспорядок, немножечко путешествую. То есть сейчас у меня 20 ватт, он заряжается, и я как бы могу уже идти и, в принципе, у меня там уже готов мое рабочее место. Пошли, поработаем. Ну, смотрите, у меня стоит вентилятор, я вам говорю сразу. Заряжается мой лэптоп, и я, чтобы вы понимали, заряжается одновременно смартфон. Я одновременно, ну, я могу сейчас включить, сейчас, правда, ветерочек поднялся, смотрите, я включаю, и у меня работает мой вентик. То есть нагрузочка у меня сейчас 108 ватт, смотрите, вентиляторчик пошел мне тут гонять воздушек. То есть вот это все у меня работает одновременно,
Заряжается смартфон, заряжается мой лэптоп. 56 ватт сейчас отдает. И смотрите, в какой красоте я сейчас сижу, работаю. Это просто невероятно. То есть, и могу, ну сейчас ветерочек легенький, я отключил AC, отключил самой вентилятор, и я могу сидеть с этим, развлекаться. То есть у меня сейчас идет зарядка. Сейчас раздам 4G интернет на свой смартфончик, и будет мне просто-напросто счастье. А это видели, какая у меня штукенция пришла? Это у меня мини-десктоп Pro, буду сейчас с ним работать. Zulu XR1, это Ryzen 5, какой-то там, не помню уже какой, честно говоря. На Radeon 7. Это самый маленький комп на Ryzen. Так что вот такой вот Powerbank или вот такая вот штукенция, видите, она всегда будет в тему и действительно подходит практически для всех. Очень полезная штука. Я вот в последнее время, когда присел, и для Европы они делаются намного качественнее, чем, допустим, из Китая. То есть я вот такие штуки очень-очень сильно люблю. С контролем температуры. То есть мы рекомендуем. Вот такая штука. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.